Друзья, все вы знаете, когда-то давно, но не очень, на границе 19 и 20 веков в мире и в Европе почему-то случился невероятный подъем культуры, искусства, в том числе изобразительного искусства. И в это время творил, в числе прочих, теперь уже очень известный чешский живописец Альфонс Муха. Он в основном рисовал театральные афиши, был театральным художником. Считается, что его главной музой была Сара Бернар великая, самая известная актриса из всех времен. Так вот, по мотивам картин того самого Альфонса Мухи сделали карты. Они так и называются – Таро Муха. Карты очень женские. Мы будем на этих картах вам делать предсказания, пророчества о судьбе на июль 2022 года. Карты женские. Вообще Муху вдохновляли именно женские образы. Героиня почти каждой его картины – это женщина. Молодая, красивая, здоровая, нарядная и очень довольная жизнью. И иллюстрации на этих картах тоже воспевают женскую красоту, спокойствие, женскую мудрость, может быть, плодовитость, фертильность, достаток, щедрость, в общем, то, что должно быть всегда у женщины с большой буквы. Вот они, я вам представляю. Для меня это новые карты, хотя я уверена, что вы их где-то могли видеть. Это популярная колода. Почему женская? Здесь больше, чем обычно женских образов. Так, например, вместо дурака здесь дура, ну или дурочка. Вместо мага магиня или фея, как нам привычнее. Вместо дьявола дьяволица, ну и так далее. В общем, вы поняли. Кстати, заметьте, как из-за этого меняется значение, смысл слова, правда? Дьявол и дьяволица – это все-таки для нас достаточно разные вещи. В целом же про июль я вам всем про любой июль расскажу. Почему, не спрашивайте, не хочу вас перегружать обилием терминов астрологических, но с астрологической точки зрения любой июль. 4 позиции есть. Первое – это время интуиции, это время, когда нужно слушать интуицию и менее доверять логике. Второе – июль. Везучий месяц, представьте, везучий. Это время, когда стоит рассчитывать на удачу, то есть пускаться в какие-то рискованные мероприятия, предприятия, потому что удача есть. Третье. В июле не стоит заниматься делами, которые вам не нравятся, которые вам не по душе. Мы все имеем несколько такую размытую и непостоянную волю, нет постоянно включенного волевого момента в июле. Поэтому делайте то, к чему у вас лежит душа. Заставить себя через «не могу» или через «не хочу» все равно не получится. Все подобные начинания, которые требуют концентрации волевой, лучше перенесите на другое время. Там, не знаю, ну хотя бы на август, хотя про август отдельный будет разговор. И четвертое. Июль – это ни в коем случае не время войны. Затевать какие-то сложные выяснения отношений, судебные процессы, раздел имущества в июле не нужно, категорически не показано, потому что, скорее всего, войны эти будут бессмысленны. В июле звезды так стоят на небе, мы не умеем рационально, разумно и экологично конфликтовать так, чтобы действительно что-то свое унести, что-то полезное для себя из этой войны вынести. Пусть июль будет мирным для вас. Я вам вот так вот дистанционно, заочно и заранее, мы не видели для вас карты, но желаю счастливого, везучего, теплого июля. Тельцы, дорогие, настройтесь на лучшее, во-первых. А во-вторых, настройтесь получить пророчество о судьбе, задавайте картам вопросы, свои вопросы. Про работу вам расскажут. Ого, вот так вот сразу. Карта Маг очень хорошая. Здесь и везение, и ваши возможности, и
внимание к вам от других людей. Карта Маг говорит, что в работе, в профессии, в бизнесе вы будете волшебницей. У нас женские ведь карты, и здесь не маг, а магиня или фея, как мы чаще говорим. Вам предстоит феей поработать. Подходит вам такой вариант? Карта обещает вам и новую работу, очень интересную, и такую, где вы будете на своем месте, будете ощущать буквально, знаете, волшебство в собственных руках. Это не просто работа, а возможность самореализоваться и даже мир как-то изменить. Вы будете нарядной, красивой, довольной собой. И будете очень влиятельны. В конце концов, маг – это влиятельное лицо. Поэтому карта описывает и назначение на новую должность, и карьерный рост, и просто приход какого-то неформального авторитета. С той лишь оговоркой, что это все должно быть рукотворное. Поэтому нужна какая-то ваша активность, риск. Очень важно верить в себя. Если вы идете на собеседование, например, на новую работу, вы должны идти именно в роли мага. Можете даже вот так вот одеться, соответственно. Вы должны идти и ощущать собственные возможности, какое-то собственное доминирование. Вы должны нести себя на эту новую работу буквально как подарок, как будто бы вы хотите нового работодателя осчастливить. Много-много возможностей, много-много ресурсов. Это и возможность открыть собственный бизнес, не откладывая. Дальше. Тельцу про работу расскажут карта. Девятка пентаклей. Абсолютный порядок, упорядоченность, график, система, дисциплина. Карта, кроме того, еще и денежная. В вашей профессиональной деятельности, в вашей работе, в бизнесе все придет в какой-то очень понятный, ну, знаете, порядок. Все стабилизируется. Это карта стабильности. Поэтому ее называют иногда хорошей, иногда называют плохой. Потому что, если вы хотите перемен, то девятка пентаклей такая инертна. Эти перемены отменяет, исключает. Она говорит: нет, перемен не будет. Держитесь за то, что есть. Потому что и здесь хорошо, и здесь вы состоявшаяся, состоятельная. Наступление ясности в финансовых вопросах. Если недавно было непонятно с зарплатой, например, когда будут платить, сколько будут платить, то здесь все становится прозрачным, постоянным. Это и возможность найти новую работу с очень хорошей зарплатой, причем стабильной. Это оклад, это соцгарантии, это работа белая, официальная, какая-то такая постоянная, а самое главное, понятная для вас. Девятка пентаклей – карта вообще всего понятного. Например, и ваши обязанности на новой работе прежде вот были непонятные, какие-то для вас запутанные, а тут вот эта ясность приходит. Иногда девятка пентаклей описывает наступление ясности и в отношениях людей. Если прежде были интриги, ссоры, подозрения, вам казалось, что кто-то не желает вам добра, кто-то хочет вас подсадить или оклеветать, то с девяткой пентаклей ваши подозрения уходят, потому что, во-первых, вы становитесь больше занятой, а во-вторых, карта эта очень эмоциональная, она как будто бы заставляет вас более практично мыслить, более спокойно, меньше реагировать на мнение других людей, более считать прибыли и выгоды от этой работы для вас. Поэтому пока мы видим спокойную, выгодную работу для тельца с большими возможностями, буквально волшебными. Но у нас есть еще третья карта. Третья карта тельцу. Ну, она снова денежная, друзья мои. Четверка пентаклей. Мы видим на ней человек. Вот, кстати, здесь художник не рискнул почему-то женщину нарисовать. А почему, казалось бы? На четверке пентаклей всегда сидит кто-то и крепко держится за сундучок с деньгами, или вот как здесь, за большую монету. Это карта денег и карта накоплений любых, в первую очередь денежных,
По-простому обещает вам хорошие заработки и прибыли от бизнеса, и возможность откладывать, собирать, копить, например, зарплату, выгодные сделки, если ваш бизнес с этим связан. Но еще четверка пентаклей – это накопление и других ресурсов, накопление знаний. Вот вы что-то узнали, чему-то научились на работе или в бизнесе, и вы в это вцепились, держитесь, никому не отдадите. Это ценность, это ваша несгораемая сумма, с которой вы не планируете расставаться. То есть июль будет прибыльным и сохраняющим. Вы из июля что-то вот так вот вынесете, что-то такое из вашей работы вынесете. Ну, проще всего себе представить деньги, да, вот прибыли, которые там вы большую сумму взяли и поместили в банковскую ячейку в каком-то виде. Но здесь может речь идти про другое, про знание, про умение, вот это вот, мастерство, про... В редких случаях, конечно, но это могут быть и отношения. Например, на работе вы разживетесь или через работу разживетесь полезными связями, полезными знакомствами. И это тоже с вами сохранится и тоже будет. Прогноз на работу прекрасный. Я думаю, что лучше и желать нельзя. Теперь мы и так вытащили денежные карты, но теперь непосредственно про деньги спросим. Вот видите, несмотря на такие хорошие доходы июля, какие-то старые печали вас будут в деньгах донимать. У девушки не веселое же здесь лицо, но тройка мечей говорит, что да, ваше сердце будет пронзено расстройствами, какими-то переживаниями, связанными с деньгами. Однако эти расстройства, в этом смысл карты, мелкие, старые, которые давно пора забыть, отложить. То есть плохих новых сообщений не будет. Например, там новых расходов внезапных не добавится. А то, что вы переживаете о прежних, о тех же расходах, которые кажутся уже ненужными, и это никак не разрешается, ну что ж, придется с этим пока согласиться. Плохие карты Таро всегда дают советы. Тройка мечей. Забудьте старое, не оплакивайте то, что уже потеряно. То, что давно в прошлом, от этого пора отказаться. Это пора, очевидно, забыть. Далее, сила. Денежная карта. Снова прибыли, доходы, выгодные сделки. Вообще момент какого-то купания в деньгах. Карта сила описывает. Это самая ресурсная карта. Здесь идет такая насыщенность, избыток всего, о чем спрашивает кверент. То есть мы здесь спрашиваем о деньгах, ну, буквально денег много. Еще. Карта сила – это всегда две фигуры. Как правило, лев и девушка. Девушка льва уговаривает. Карта описывает переговоры с людьми о деньгах. Переговоры важные, явно речь идет не о мелких каких-то суммах. Это возможность с кем-то очень удачно договориться, ударить по рукам, совершить какую-то крупную сделку, может быть, вложить деньги очень успешно как-то в своей жизни. Совет карты сила такой: ни в коем случае в финансовых вопросах не действуйте агрессивно, резко, нахрапом. Аккуратно, проявляйте всю дипломатичность, на которую способны, проявляйте хитрость даже, но при этом следите и за хитростью других. Небольшая опасность, предсказанная этой картой, все-таки есть. Вас могут, ну не то чтобы обмануть напрямую, но могут обмануть, уговорить. То есть кто-то может хитростью, такой мягкой силой втереться в доверие и уговорить, чтобы вы согласились, ну, например, уступить в цене где-то, да, или там, пожертвовать какие-то деньги на не очень-то нужное и благородное дело. То есть это карта-то, в общем, довольно хитрая, и она в худшем проявлении описывает
манипуляции. Манипуляции, связанные с деньгами. Кто-то манипулирует вашим сознанием, тянет какие-то за крючки, возможно, пытается вас купить. Да, мы это тоже не будем исключать. То есть кто-то вас может одаривать, задаривать, и вы это принимаете за проявление искренности, но это желание что-то у вас не совсем честно купить. Вашу лояльность в некоторых вопросах или доброе расположение, так скажем. Ну вот, видите, и пятерка мечей здесь. Пятерка мечей, пирова победа ее называют. Или пустая ссора. Ссора близко. В теме денег близко ссора, бессмысленная, беспощадная, претензии, критики, чье-то некрасивое поведение. Вот видите, все-таки заработаете вы хорошо, с этим вопросов нету. Но в целом вот ваша финансовая жизнь осложняется, во-первых, прошлым негативным опытом, во-вторых, переговорами, которые могут затягиваться вследствие, скажем так, подкованности обеих сторон, а также некрасивыми словами, чьим-то некрасивым поведением. Пятерка мечей советует вам ни в коем случае не ругаться ни с кем на тему денег, не провоцировать конфликты и на чужие провокации не покупаться. А видите, вместе вот эти сила и пятерка мечей, это вообще-то плохое сочетание. Это очень четкое предупреждение о том, что вами будут манипулировать посредством денег, через деньги. Вам придется от этого отбиваться. И в то же время это вам запрет, чтобы вы не пытались этого делать. Кого-то покупать, понимаете? Потому что вы только поссоритесь, почувствуете себя обиженной, и ничего не получится. Дальше для тельцов, естественно, любовь. Про любовь нам расскажут. Карта справедливость, спорная. Считается, в традиции Таро считается, что справедливость очень быстро, легко описывает брак, замужество. Да, действительно. Если речь идет о походе в ЗАГС и о документе, где вы с вашим избранником ставите 2 подписи, то, конечно, это брак, это все такое серьезное, юридически правовое, на века. Но если вы до брака еще не дошли, то справедливость скорее призывает вас серьезно, как-то особенно серьезно, как-то очень по-взрослому относиться к любовной истории. Если у вас сейчас есть отношения, роман какой-то или брак, то вот готовьтесь. В июле вас ждут серьезные разговоры, которых вы, в общем-то, может быть, не ждали и не искали. Серьезное выяснение, серьезная какая-то расстановка сил. Может быть, речь идет действительно уже о деньгах, финансах, которые оказались у вас совместными, и о документах. Карта очень, наверное, неразвлекательная. И на тонком уровне справедливость говорит, что в июле тельцов настигнет та самая небесная, не кара, нет, справедливость. То есть вы столкнетесь с проявлением вселенской справедливости относительно себя, про любовь. Это не, понимаете, вселенская справедливость – это чаще не то, что вы думаете, это не то, что вы ждете. Это независимая оценка ангелами. Ангелы здесь как присяжные выступают и оценивают, чего вы заслужили: новое романтическое знакомство или расставание, а может быть наказание ревностью, пытка, да? Потому что это же все-таки Фемида, фигура Фемиды, а она может чем угодно наказать. Пытка ревностью и так далее. То есть карта такая, знаете, как любой старший аркан, очень многослойная, многосложная
И она, ну, в любом случае советует много думать над словами, над своими поступками, быть внимательной, аккуратной, все оценивать, как, знаете, это вот разговоры между влюбленными должны быть очень четко выверенными, рассчитанными, как показания свидетельские в суде. Лишнее слово, шаг вправо, шаг влево, это все будет наказуемо и будет иметь дурные последствия. Но посмотрю сейчас соседние карты, может быть, я зря. Может, действительно просто замужество вас ждет, поход в ЗАГС, марш Мендельсона и все. В июле, наверное, хорошо свадьбу играть, потому что тепло, и можно платье любого фасона выбирать с открытой спиной. Это уже я рекомендую, авторские рекомендации. Так, свадьба. Свадьба же, 4 жезлов. Это редкое сочетание, справедливость и 4 жезлов, обе про свадьбу, брак и свадьба. Почему именно такая последовательность? Сначала вы едете в ЗАГС, там расписываете, а потом вот этот праздник с гостями и деньгами в конвертах. То есть очень-очень многим тельцам карты именно замужества, брак обещают, свадьбу, официальную регистрацию. Тут я даже не знаю, что добавить. Но вообще, если вы еще пока одиноки, и так вам сложно собраться вот так вот замуж, то по этим картам вы можете встретить, пока только встретить и познакомиться с очень подходящим для брака человеком. 4 жезлов описывает исключительно счастливое романтическое знакомство с подходящим героем. Что значит подходящим? Человек, который во многом вам соответствует. Между вами нет большой разницы. И для вашим отношениям поэтому нет препятствий. Никто не против, ни факты, ни обстоятельства, ни люди. И это исключительно радостное знакомство, которое с первых дней приносит только безоблачное счастье. И никаких ссор и расстройств. Пока блестящие карты достаются тельцу на личную жизнь, конечно. Ну мы без этого бы не обошлись, конечно. Ну как же. Нет. Королева мечей вам выпадает, злодейка, соперница, та самая пиковая дама. Ну что ж, даже самая счастливая, благополучная любовная история может развиваться в присутствии вот такого, второстепенного, наверное, персонажа. Соперница, откровенная злодейка, женщина, которая намеренно переходит вам дорогу, сильно мешает. И вот такой вот веселый, закрученный сценарий мы здесь видим. Это может быть какой-то немножко киношный сценарий, но по настроению вы поймете. Это, знаете, сцена венчания, как бывает в некоторых мелодрамах, сцена венчания, влюбленные взгляды будущих супругов, и вдруг на свадьбе появляется она, например, его бывшая, и пытается все расстроить, пытается как-то в это вмешаться. И ваш роман, длящийся или новый, тоже может подвергнуться вот таким атакам. А, кстати, ничего удивительного нет, ведь вот такую агрессию, желание нечто разрушить и вызывает же как раз чужое счастье. Когда у вас ничего нету веселых свиданий, нету любви, праздника на сердце, у вас и соперниц не будет, потому что эта история никого не привлечет. А здесь, вот знаете, как мухи на мед это называется. У вас большие события, исключительно радостные в личной жизни происходят. Это и новое знакомство может быть, и действительно помолвка, предложение о браке, сама свадьба, возвращение, в конце концов, примирение с кем-то, с кем вы расстались, вы оказываетесь снова вместе, но и полноценная, в полный рост фигура, ростовая кукла из злодейки. Здесь же
Назначение карты. Зачем она здесь выпала? Не пропустите, не игнорируйте. Женщина, которая... Если вам покажется, что есть соперница, знайте, вам не кажется. Она действительно есть. Женщина, которая очень нужно вашему счастью помешать. Но счастья много, счастья есть. А победите вы, да, наверное. Но это не точно. И теперь семья, домашние дела, недвижимость, родственники. Король жезлов, да? Король жезлов, крупные жезлы, да? Карта говорит, что в ваших семейных домашних делах очень активно что-то продолжится. Подготовка к переезду или ремонт, организация, собственно, создания вашей семьи или какие-то преобразования в ее составе. Все, что прежде откладывалось, тормозилось, вдруг перезагружается, приобретает новые какие-то очертания, и вы к новому этому стремитесь. Кроме того, да, король жезлов, естественно, призывает вас к активности. Будьте смелыми, торопитесь, ничего не откладывайте. Что-то важное для дома, для семьи можно и нужно сделать именно теперь. Потом, может быть, будет это даже поздно. И король жезлов – это еще и фигурная карта, описывает человека деятельного, веселого, мужчину, который очень может повлиять на ваши семейно-домашние бюджетные какие-то дела. Хорошо, если этот веселый и интересный человек – это ваш муж, то есть мужчина, который непосредственно с вами проживает, это его активность в самых разных проявлениях. Появление деятельного мужчины дома. Это может быть человек и вне семьи, кто-то снаружи, но он тоже вам помогает. Решите вопросы с недвижимостью, например, что-то оформить. Может быть, даже брокер, который вам помогает новый дом найти на покупку. Это мужская сила, это активность, это такой напор, огонь. То, что очень двигает ваши вот такие семейно-жилищные дела, на него можно вполне положиться. Если ваш вопрос так стоит, да, на этого человека можно положиться, он все сделает сам. Вы только не прикасайтесь, главное ему не мешать. Дальше девятка жезлов, это снова жезлы. Все-таки домашние истории активные. Что-то будет происходить, безусловно, хорошее, хотя девятка жезлов может и вас призывать к каким-то определенным подвигам. Подвиги на ниве домашнего труда могут быть очень разные, то есть можно постараться. Для кого-то это и построить дом или достроить, а для кого-то, ну, хотя бы, не знаю, огород скопать или совершить генеральную уборку. Девятка жезлов говорит, что вам придется либо отбиваться от внешних обстоятельств каких-то, может быть, не страшных, но их много. То есть защищать в некотором смысле дом, семью, семейные интересы. Ну, защищать получится, защитить, поэтому вам это понравится. Вот. И а с другой стороны, она может описывать, часто так бывает, просто кучу домашней работы или хлопот, связанный с домом. Это может быть какое-то трудное оформление документов, связанных с недвижимостью, защита, опять же, своих имущественных прав. Не конфликтно, но все равно это проверка на прочность для вас. Карта советует, конечно, быть прочными и быть смелыми. А также нулевой аркан, шут вам выпадает. Тоже совет очень много делать, очень много рисковать, стараться. Карта дорог. Кстати, обратите внимание, что в нашей сегодняшней колоде это не дурак, а дурочка. Это ведь имеет смысл какой-то совсем другой. Но нулевой аркан – это все-таки дороги, это переезды, возможность переехать или хотя бы приблизить это радостное событие, постараться ради этого. Или поменять. Перемены в семье, в конце концов, когда вы выходите замуж, вы же тоже куда-то переезжаете в дом мужа, у вас меняются, хотел сказать, система ценностей, но, надеюсь, до этого не дойдет. Но
у вас меняются дорога, по которой вы из дома ходите на работу, меняется сам дом, меняется ваш быт. Нулевой аркан самые впечатляющие перемены в вот, жизни, в такой частной, приватной, хозяйственной жизни описывает. Советуют рисковать, если ваш вопрос вот такой, из категории «да» или «нет». То есть стоит переехать? Да. Стоит, например, взять ипотеку, что-то такое большое для дома купить, другое. Карты, безусловно, говорят: да, можете рассчитывать как на помощь чью-то, так на собственные ресурсы, их хватит. Ну и дуракам везет, это тоже никто не отменял. Спасибо.